Сегодня покажу, как собираюсь в море на подводную ночную охоту. Это у товарища здесь у нас мужская комната. Снаряжение храним. Ну такое. Вчера повесили кодовый замок. Сегодня попробую. Помню я ее код или не помню. Помню код, да ты шо? Ай да я. Тут снаряга, ружье мое. Вот оно. Тут для каяка весла. Это его увлечение, он любит метать дротики. Очень классно метает. Ножи, мачете, топоры, все метает. Вот. Здесь моя как бы отдушина. Товарищ повез свою девушку на моем каяке. Видите, можно вдвоем ходить. Нормально. Микрофон немного от ветра прикрыл, не знаю. Снаряжение входит. Снаряжение входит. Пояс с грузами. У меня здесь 2 килограмма. Маска с трубкой. Чем лучше качеством, тем вы чувствуете себя больше человеком. Это у меня, очень хорошая маска. Нож обязателен. Подводный. Вот он. Рыбу заколоть, что-нибудь обрезать, сети, в которые ты запутался, любую веревку. Нужен нож. Перчатки, чтобы руки о кораллы не царапать и так далее. Обязательно носки. Вот у меня 3, носочки. Чтобы в ластах не натирать себе ноги. Ружье я уже говорил. У меня роллер самодельный. Но бьет на ура. Вот у него есть флажок, чтобы рыба не сходила. Вчера буквально пробил хорошего кетон рыба называется, пробил. Тяжело было снимать. Это упор в грудь. Просто лапать, чтобы ружье упирать в грудь. Беруши я пользую, потому что вода здесь очень-очень активная. Костюм у меня 1,5. Спеттон 1,5 греческий. Очень старый, но еще держится. Ну, желательно, конечно, 3. Здесь все-таки все равно замерзаешь в воде. Клапан для пипи. Он очень нужен, потому что в воде находишься не 2 минуты, а час, 1,5-2. Это обыкновенный водопроводный. С раковины. Вот такая штука. Еще и подмерзаешь, писаешь часто. Поэтому надо обязательно что-то такое. Вот, так что ноу-хау пользуйтесь, ребята. Очень удобно в тропиках. Ну и, конечно, ласты. Вот они. Ласты у меня C4. Дорогущие, зараза, но они уже того. Они уже себя окупили 200 раз. Им уже лет 6-7. Уже ремонтированные. Но само тело держится хорошо. Также, что вам нужно? Буй с линем, с карабинами. Вот с карабином буй. Сюда мелкую рыбу, кальмаров, то, что нельзя подцепить на крупный, на кукан. Вот кукан. Вот. Ну, фонари я сегодня благополучно забыл. Также у меня еще есть древний-предревний подводный прибор. Ну, это часы подводные, определяют глубину и так далее. Вот. Ну,
Здесь сверху мутное стекло, его не видно. Ничего, что стекло надо бы снять, тогда показать. Вот, в принципе, вся снаряга. Но я еще вот такую поддевку здесь сделал. Вшил сюда еще один груз, третий. 3 килограмма. Поддевочка это из секонд-хенда, здесь он довольно дешевый. Чтоб теплее было. Не поддевка, она получается наоборот, это курточка сверху. Я ее пользую. Вроде бы все, что нужно. Ну, фонари я забыл дома. Так, торопился сегодня. Так что охоты сегодня не будет. Просто покажу вам, как мы тут обитаем. Вот море. В 2 шагах здесь. Каждый вечер, или вот с этой стороны, или справа, куча народу выходит на лодочках, пытаются поймать рыбку. Не напрягают себя сильно, выходят они под заход солнца, чтобы не мучить себя, не обгорать. И ловят до заката, до полной темноты, можно сказать. И вот тут лодок сейчас 10, да, из 10 1. Может и поймает чего-нибудь. Ну не чего-нибудь там, пелагическую, типа ставриды, рыбка такая. На вкус неплохая, особенно когда свежая. Она как макрелька, она как ставридка небольшая. Как сардина, вот что-то туда. Цена ее небольшая, в районе 150, здесь бывает до 200 песо, даже 250 они ее поднимают. Ну, когда рыбы нет, как говорится, пройдись по рынку. Вот эта рыба, которая вот свежайшая, ее только выловили, видите? Вот эта рыба, про которую я говорил, на которой они сейчас все стоят и ловят ее, пытаются поймать. 180 песо килограмм. Она очень свежая. Какая она? Сельдевая, не сельдевая. Явно она сардиновая. Это бангус, это разводят. Ну и тунец, конечно. Вот и все. Вот эта рыба. Амай, вот кол бисая. Андухау. 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 Окей, thank you. Есть время. Расскажу о роллере. Я его сделал сам. Конструкция очень надежная вышла. Голова его, вот эта голова из робайлена. Есть такие ружья, робайлен. Вот. Баррель сам, вот эта вот штука называется баррель. Сделан из обыкновенной алюминиевой шторы вдвойне. Трубка алюминиевой шторы. Ролики эти точил еще в Крыму из капролактана. Вот. Сам гарпун уже здесь модернизировал, варил мне мастер. Есть тут. Варит все по аргону, у них нормально варит. Вот. Ну, резина довольно старая. Патос. Греция. Но еще работает. Как работает роллер? То есть нагрузку ты даешь, вот ты его заряжаешь вот таким образом. Вот, и тянешь аж вот сюда. Ну я сейчас не буду, в воде это намного проще. Здесь заряжаешь, потом заряжаешь еще вот здесь. И получается выстрел довольно мощный. На таком ружье убойная сила просто зверская. Чему я, конечно, рад. Даже точил здесь вот курок. Там курковый механизм. Он был пластмассовый, ручка древняя, дешевая. Из альвимаровская ручка дешевая. Это такие специфические названия, я вам говорю. Ну просто я этим болею, это моя
моя жизнь, мое хобби, мое увлечение приносит мне удовольствие и награду, добычу, рыбу. Но это все ночью. То есть ночью, почему? Потому что днем тут рыбу практически не догонишь, она уходит на глубине, она 20 метров и больше. Вот. И ее здесь в берегу нет. По ночи ты слепишь фонарем ее, и подходит там некоторое количество к берегу. Немного ты можешь набить. Вот. То есть выстрел происходит так. Нажимаешь на курок, и стрела полетела. Полетела. Вот она улетела. Здесь линь, который не дает ей улететь дальше. Он имеет демпфер, резину. То есть вот немножко растягивается, чтобы не оборвалось. Вот. И все, рыба у тебя. Рыбы немного, даже ночью. Ну, 2-3 штуки. Бывает там 5-6 разных видов рыб. В основном по их названию здесь кетон, как говорит мой товарищ с Таиланда, он тоже охотится. Ну вот эта рыбка с желтым пятнышком, самая вкусная, да, это она. Здесь она стоит, они ее не продают практически, продают для себя, то есть сами едят. А в Давао в маркете, в молах больших, она стоит в районе 400 песо, а это прилично для рыбы. Вот. Ну а заряжать, конечно, все это в темноте, ночью, при слабом свете фонаря. Надо приловчиться, вот так вот заряжать. И вот на линии сброс, вот сюда. Вот такая штучка, я ей очень доволен. Действительно выручает. Продолжим о масках, о трубках, о ножах. То есть я бы вам желал, вещи эти небольшие по размеру, да, вести их из дома. Почему? Там вы можете спокойно заказать, ждать там в одном месте, в другом месте, где-то через кого-то из Европы что-то привезти. Здесь вы такую маску, ну, вряд ли найдете. Это Матис. Матис это, ну, как если бы в мире машин, это Lamborghini. Поэтому надо брать такие маски. Надо с желтыми стеклами, тоже неплохо в темноте, то есть и добавляют в мутной воде свет немножко. Приятно, глаза не устают. Это Матис. Вот. Делают их в Японии, вообще они американские, и в Японии их делают. Что такое хорошая маска? Хорошая маска — это то, что у вас перелегает прекрасно, то, что вы не надо ее там чистить, чухать и так далее. Качественная резина, качественные замки вот эти, которые вы не трогаете вообще практически. Вот я ее сколько пользую, я здесь ничего не настраиваю. То есть вот я одел ее, она прижалась и все. Тут сделано по уму для человека. Трубка, тоже трубку, если будете... Здесь вы не возьмете, не купите хорошую трубку. Хорошая трубка, она должна быть мягкая. Она должна стеснять ваши движения, не упираться там в маску или что-то еще. Она должна мягкий иметь загубник, который надо постоянно, ну, раз в месяц или два от бактерий чистить, мыть. Вот. Она должна разбираться, вот как вот это, да? Вот. Она разбирается на две части. Вы вот это можете вымыть здесь все. Порошочком, чем угодно, зубным порошком, пастой, и опять вот так вот одеть. Это антимикробное дело, это как зубная щетка. Маски, трубки в принципе не дают другим людям, знаете, как трубку лошадь и жену не дам никому. Так и здесь, потому что это предметы личной гигиены. Ну, маска тоже, вот ты в ней дышишь, ты в нее как бы плюешь, растираешь. Ну и еще такой, вы должны знать, чтобы нормально дышать в маске, спокойно, не перенапрягать легкие и себя,
В маску по диаметру, то есть в трубку по диаметру должен влазить большой палец. То есть вот таким образом. Вот. Если он влазит, значит дыхания вам хватит. Не берите какие-то там тонкие, узкие, с какими-то дебильными клапанами. Это все от лукавого, ребята. Надо брать трубку, которая надежно вас выручит в любой ситуации. Ну и не берите сильно дорогие, потому что не стоит это того. Это вот просто кусок резины, видите? То есть она гнется. И вот. Не берите очень длинные, они в принципе длиной одинаковые, почти все. Это должен быть у вас такой комплект, который вы привезли, вы за ним ухаживаете. Это не то, что вы их бросили где-то там в песок, куда-то еще. И постоянно, естественно, после каждой охоты, после каждого погружения в морскую воду, эти вещи обязательно нужно опреснять пресной водой. Обязательно. Не слушайте никого, что можно через день там или еще, потому что получается как правило. Где через день, там и через неделю, а потом вспомнила, она уже расползлась от соли. Поэтому вышел, все закинул в тазик. Вот у меня там видели сами специальный тазик. Залил пресной водой. Все, ты спокоен. Пойдем дальше. Нож. Нож под водой — это очень-очень нужная вещь. Практически частенько спасал от разных ситуаций. Вот. Иногда в сетку там запутаешься или еще чего-то. Бывает, своим ленем так запутаешься, что и еще за что-то зацепишься. Ну, в общем, частенько обрезал гарпуны, которые застряли под водой в скалах, в рифах, в кораллах. Застреет гарпун, ты его не можешь вытащить, глубина большая. Что делать, если у тебя нет ножа? Оставлять ружье под водой? Нет, ты не будешь оставлять. Значит, ты режешь линь. И все. Эти ножи должны иметь систему, удобную для вынимания. То есть вот здесь две кнопки, вот они. Вот. И все. То есть вот она защелкнулась, она не вылазит. Вот. Не выходит. Это я придумал сам. Места, где крепить ножи, это сугубо индивидуальное дело. Я приловчился, мне очень нравится. Я креплю вот здесь, на руке. Вот. Вот таким образом. Вот, он не спадает. То есть я ее всегда здесь правой рукой вытащил, и мне не доставляет это никаких проблем. Вот, рыбу проколол там между глаз, чтобы она не билась, или что-то там еще сделал, и все. И опять нож у тебя здесь. Это нож Тритон фирмы Скорпена вроде бы. Да, это Тритон X какой-то. Я такой же не первый беру. Да, Тритон X. XX, большой типа. Хорошее лезвие, хороший металл. Он должен ржаветь немножко, держать тело. Хороший нож всегда ржавеет. Лучше, чтобы вот здесь была пилочка. Потому что бывают такие моменты, что перерезать не получается, надо перепилить. Вот, с одной стороны, видите, пилка, с другой стороны лезвие. Вот, и это удобно. Большие там продают и громадные ножи, но это для любителей, для понтов. Это ненужная вещь. Ножик должен быть маленький, но он должен быть функциональный. Хорошо резать. И я им рыбу чищу, если надо. То есть все. И точу так, беру кусок коралла и поточил. Все знаете, как точить, да? То есть вот, ты идешь сюда, потом сюда. Вот, обязательно вот таким образом. Все. Этого вполне достаточно для охоты. Подписывайтесь, господа. Это еще не все, что я вам хочу рассказать. Еще много чего.